Итак, доброе утро всем любителям наблюдать, как кто-то готовит, кто-то что-то кушает. Сегодня уже второй день моего влога правильного питания, и я начинаю, как обычно, с завтрака. Сейчас хочу сделать очень такие простые и очень мной любимые бутерброды, которые будут на вот таком вот ржаном хлебушке. Вот он, ржаной хлеб. Далее я на них буду класть вот такой вот сырок. Кстати, многие писали, что это не натуральный сыр, в общем. Ну, это такое, как можно сказать, баловство для меня. Я совсем немного его куда-то добавляю, как добавка. Дальше я пожарю 2 яичка. Буду тоже ложить на хлебушек. И у меня будет еще ломтики авокадо. Кстати, я так уже разрезала его, вроде бы спелый. Куда пошел? Все, буду жарить яйца и выкладывать на хлеб. Я все еще пью и все еще люблю цикорий, но вот помните, я вам показывала, покупала вот такой вот в гранулах цикорий. Он, конечно, такой более необработанный, как бы более натуральный считается, да, потому что этот уже такой, как порошок измельченный. Но, честно говоря, вот этот неудобно заваривать, потому что вот засыпаешь эти гранулы в чашку, и они потом всплывают, плавают, в общем, если только вылавливать их как-то из чашки. Так что я иногда, конечно, пробую этот, иногда вот этот. Этот у меня с малиной и брусникой. Вот где-то чайную ложечку засыпаю в чашку, добавляю где-то пол чайной ложки сахара, немного молока, и очень классный напиток получается. Вот кто из вас пьет цикорий, обязательно напишите в комментариях, какой вам больше нравится. Вот такой вот, как порошок рассыпчатый или с гранулами. Передержала я немного яички под крышкой. Я обычно заливаю вот так вот яйцо, оно немножко поджарится, затем накрываю крышкой все это дело, и оно у меня как бы там немножко должно взяться корочкой. И вот я не сильно люблю, когда желок вот так вот сварился. Я люблю, когда он так немного растекается. Как мне кажется, так вкуснее. В общем, добавляю немного авокадо. У меня немножко останется, но я его тоже доем. И вот тоже вроде бы яйцо, обычный продукт такой, да, но сколько разных видов, как можно его приготовить. Кто-то просто варит, не доваривает желток, чтобы он, да, он так растекался. Кто-то любит вкрутую яйца, кто-то любит пашот, жареные омлеты разные с молоком и так далее. Вот тоже интересно очень, как вы любите яйца, в каком виде, напишите в комментариях. Мне больше всего нравится, когда вот такая вот яичница, но вот она мне сейчас не получилась, в следующий раз как-то покажу, когда желток немного такой водянистый, и когда, допустим, кусаешь бутербродик, вот этот желток расплывается, в общем, все, я уже голодная, пошла кушать. Ну что ж, пришло время перекуса, и я сейчас достала наконец-то готовую желешку. Я снимала уже для вас рецепт, правда, она получилась не совсем такая, как я хотела, но на вид, в общем, она не очень, как мне кажется, но на вкус это просто божественно. Тут у меня киви, банан и с протеином, то есть это протеиновое такое желе. Обязательно оставлю ссылочку вам на этот рецепт. Еще у меня здесь 2 овсяные печеньки, очень мне они нравятся. И заварю себе чай, вот такой вот детокс чай. И будет мне такой очень легкий и быстрый перекусик. У нас уже 2 часа дня, я буду готовиться к обеду, и хочу сейчас сделать печеночный тортик. Это у меня здесь печень говяжья, 800 грамм, если быть точнее. Я уже настрогала здесь немного моркови, половинка лука, 2 яйца у меня также пойдет, отруби, и эти коржи, когда я их поджарю на сковородке печеночной, я буду смазывать сметанкой вместе с чесночком, естественно, потому что это типичный рецепт печеночного тортика. И в качестве гарнира у меня будет гречка. Гречки я хочу сварить немного побольше, чтобы она у меня осталась на завтрашний день, потому что печеночный торт тоже останется.
Так что буду сейчас все заправлять в свой блендер, перемалывать и буду жарить коржики. Наверное, 4, может быть, 5 штучек получится. Посмотрим. Кстати говоря, в детстве я печень просто терпеть не могла, а вот сейчас просто заставляю себя иногда ее добавлять в свой рацион, потому что она очень полезная. Лучше, конечно, покупать говяжью печень, так как в ней больше всего белка. Соусом все будет очень просто. Я добавлю где-то, может быть, 4 столовые или 5 столовых ложек сметаны. В чесночной давилке я разомну чесночок и добавлю немного зеленушки. Ну, совсем чуть-чуть, какую-то часть оставлю для украшения моего тортика. Ну что ж, мой печеночный тортик готов. Я прямо удивлена, что он наконец-то получился. Получился такой вот довольно-таки высокий. Я даже не знаю, мне, наверное, коржов, может быть, 6-7 получилось, не считая того первого поломанного. Ну, в общем-то, получился очень прикольный такой тортик, весенний, можно сказать. И отправляю я его в холодильник хотя бы часа на 1,5, чтобы он так взялся, пропитался весь. И как раз уже будет подходить время к обеду. Вы не поверите, где я сейчас нахожусь. Я нахожусь в гримерной канала РУ-ТВ. И сейчас мы будем готовить такой небольшой сюжет. Я расскажу про KFC Football, где я участвую, где я буду наставником. В общем, что-то такое необычное, интересное для меня. Во-первых, это будет прямой эфир. Я ненавижу прямые эфиры, мягко говоря, потому что сейчас я вообще не волнуюсь. Но как только я стану перед камерой, перед целой кучей людей, это будет хана. В гостях у меня прекрасная Таня Федорищева. Привет! И сколько, получается, лет ты вот так вот занимаешься фитнесом, правильно питаешься? Ну, сознательная такая моя спортивная жизнь, наверное, началась в 18 лет. Как только я начала жить со своим будущим мужем, я поняла, что нужно немножко менять свое мнение о самой себе. Я была очень такая закомплексованная девочка. Я решила, что нужно пойти на танцы. Вот нужно начать с танцев. Вот как ребята тут передо мной танцевали. Да, они просто, ну, как бы раскрепощались. Мне тоже захотелось так себя вести, так просто жить и ни о чем не думать, ни о каком мнении. Я пошла на танцы, начала заниматься танцами, и в какой-то момент я поняла, что мне мало этого. Мне мало физической активности, я начала заниматься дома, нашла какие-то гантели у мужа, и самостоятельно искала, какие упражнения мне необходимы, какое питание необходимо именно для меня. И как-то мы с мужем вместе начали. Ну, ты, конечно, обаятельная красотка, и у тебя нет, мне кажется, вообще никаких недостатков. Но у нас есть фотографии до и после именно про тебя, вот, Танюш. Вот посмотри, пожалуйста, на экран. Вот это ты скажи мне. Это я вошла в бассейн и вышла из бассейна. Там, видимо, какая-то чудо-вода, какой-то эликсир там так просто. И есть. Я начала заниматься, я никогда и по сегодняшний день я не слежу за весом. Я слежу за отражением в зеркале. Это самое главное. Самочувствие организма, никакие там цифры, ни какие-то объемы, это ничего не значит. Главное самочувствие, главное, как ты себе в первую очередь нравишься, и как уже потом кто-то думает. Ну, через сколько по времени твое тело на вот изменения, да, пришли, обрело рельеф? Я не скажу, что я на сегодняшний день в идеальном состоянии. Ну, подожди, но это, знаешь, уже сейчас девчонки сидят, просто тебе завидуют все, я думаю, что и парни тоже. Ну, вот все-таки, вот ты начала активно питаться правильно?
начала активно заниматься спортом. Но вот через неделю, через две уже был какой-то результат? Нет, я не скажу этого. Скорее всего, где-то мне потребовалось месяца 2-3, чтобы осознать, как это должно правильно происходить, потому что на тот момент, это, по-моему, был 2012 год, было очень много информации в интернете, и вся она как каша, не поймешь, с чего взять верную информацию. Даже на сегодняшний день, в принципе, то же самое. И вот на этот поиск, правильный поиск информации, очень нужно много времени. И на это мне потребовалось, может быть, месяца 2-3. Потом уже я начала это все применять к себе. Таня, помогите! В эту субботу у меня важное мероприятие – знакомство с родителями. Я должна выглядеть шикарно, но в любимое платье не влезаю. Как за 3 дня я могу похудеть? Никак. К сожалению. Вы можете морально настроиться к какому-то важному мероприятию, но это мероприятие и вообще какая-то любая дата, событие, это не мотивация к похудению. Это кратковременное явление, ну, допустим, вы похудеете к этому мероприятию, ну а дальше что? Опять наворачивать? И опять худеть к какому-то мероприятию, это, мне кажется, глупости. Мотивация к похудению это должна... образ жизни, да? Да, это образ жизни. А так временные явления вам помогут только моральным настроем, но никак. Немножко туже платье затяните и вперед. Так, ребятки, ну что, я уже дома, в принципе, я приехала уже давненько домой, меня, может быть, не было часа 3 дома в общей сложности, и я вам как-то не засняла, просто банально не было времени. Я брала с собой в шейкере протеин, и если вы берете, допустим, с собой протеин, как я уже говорила, лучше не заливать его заранее, там, этот порошок жидкостью, там, водой или молоком, чем вы разбавляете. Я просто беру с собой вот такую вот емкость, да, шейкер, и насыпаю туда какую-то мерную ложку, допустим, протеина, вот который у меня Milk to Go, насыпаю и беру с собой бутылку с водой отдельно. И когда мне уже нужно, вот там сразу же заливаю водичкой. Молоко я обычно с собой не беру, если вот в дорогу, то я беру с собой воду и разбавляю протеин водой. И туда же я, кстати, еще добавила там пару капелек вот этого сиропа, который я добавляю постоянно. То есть сухой протеин, пару капелек добавила этого сиропа и взяла с собой водичку, и уже там на месте это все дело замешала. Конечно, странно это там в гримерке смотрелось, что я там что-то химичу, как-то болтаю, но, в общем, у меня должен был быть перекус такой маленький в перерыве, поэтому... Без этого никак. Хочется, конечно, немножко вам рассказать по поводу съемок. Ну вот я вставила вам небольшой кусочек, как это все выглядело. На самом деле волнения какого-то вообще не было. Я, во-первых, не знала сначала, что это будет прямой эфир. Во-первых, у меня телевизора нет здесь, и я слышала, что есть такой канал РУ-ТВ, что он такой популярный, да, здесь. Но как-то я вообще не в курсе была, и вот, я знала, что Нелли участница бывшая Дома-2, да, и так далее. Ну, вообще очень классная, кстати, девочка, она мне очень помогла, то, что разговорила меня сначала, потому что я, когда узнала, что это прямой эфир, я как-то немножко... Ну, не то, что я волновалась, но как-то я не ожидала, во-первых, что это будет прямой эфир. И вот она как-то меня разговорила поначалу, и я потом просто поняла, что мне нужно сделать вид, что я просто общаюсь с человеком, я просто рассказываю там немножко о своей жизни, там о фестивале, да, на который я поеду. Ну, то есть было как-то гораздо легче. И вот такое вот общение просто, когда на тебя камера направлена, это практически то же самое, как, практически, конечно, то же самое, как когда я вот даже сейчас снимаю видео, да, но когда ты выступаешь вот перед публикой, да, когда вот настоящие живые люди стоят, это, конечно, совсем другое. И иногда, у меня уже был опыт, да, в Краснодаре. Если кто из вас был в Краснодаре, я когда выходила там на сцену, что-то там говорила, я не помню, после какого-то главного дядечки, еще менее главного дядечки, потом я выходила, я там такую ерунду какую-то сморозила, я, честно, не помню уже, что я такого сказала, мне просто в этот момент даже стало как-то смешно самой от себя, в общем, это совсем другой опыт, и вот такие вот там чуть-чуть опыта, и уже, как-то, не знаю, я по-другому наполняюсь, в общем, какими-то опытами глобальными, и это, конечно, очень классно. Так что, это немножко о том, что сегодня было у меня за целый день, и сейчас я, наверное, заварганю себе творожка. В принципе, что вам там показывать? Обычный творог, вот как у меня было вкуснотеево, 200 грамм, добавлю столовую ложку сметаны, и, наверное, яблоко добавлю, немножко натру на терке, в общем, как-то так.
И буду, наверное, на этом с вами прощаться. И завтра я, скорее всего, пойду в супермаркет. Хочу немножко затариться продуктами, потому что что-то как-то маловато у меня продуктов, и нужно придумать какие-то новые рецепты. Наверное, буду завтра еще и рецепт какой-то снимать. Так что спасибо вам большое за просмотр, спасибо, что вы меня поддерживаете. Это самое лучшее, самые лучшие комментарии, вот за то, что вам нравятся такие влоги, и я очень-очень стараюсь их снимать чаще. Это правда. Так что спасибо вам за просмотр еще раз. Всем удачи. Пока-пока.